Южнокорейский актер Сон Син Вон приговорен к 1 году тюремного заключения и взят под стражу прямо в зале суда за 5-е по счету правонарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде. Суд Западного округа Сеула признал его виновным в грубом нарушении правил дорожного движения и попытке подкупа или подстрекательства к сокрытию улик. Из-за высокой плотности событий, хронологии рецидивов, деталей судебного процесса и широкого общественного резонанса в Южной Корее, включая прецедент применения жесткого закона Юн Чан Хо, эта история стала одной из самых обсуждаемых в корейских СМИ. В Южной Корее репутация знаменитости – это хрупкая вещь. Ее строят годами, но разрушить можно за одно мгновение. Однако история Сон Син Вона – это не рассказ о единственной ошибке. Это история многолетнего игнорирования закона, повторяющихся нарушений и решений, которые в итоге привели к полному краху карьеры. В июне 2026 года корейские СМИ сообщили, что известный актер Сон Син Вон получил реальный тюремный срок. Его арестовали прямо в зале суда после оглашения приговора. Но больше всего общественность поразил не сам факт заключения, а количество нарушений. За рулем в состоянии алкогольного опьянения его задерживали 5 раз. 5 раз государство давало ему шанс исправиться, но каждый раз он возвращался к прежнему поведению. Чтобы понять масштаб произошедшего, необходимо вернуться в начало его карьеры. В 2009 году Сон Син Вон дебютировал в мюзикле «Весеннее пробуждение». Молодой артист быстро привлек внимание благодаря сильному голосу и актерскому таланту. Со временем он стал одним из заметных актеров театральной сцены, а затем получил возможность сниматься на телевидении. Зрители запомнили его по ролям в дорамах «Целитель», «Привет, монстр», «Эпоха юности 2» и особенно «Смех в Вайкики». Последний проект принес ему широкую популярность не только в Корее, но и за ее пределами. Казалось, что впереди его ждет только успех. Однако за кулисами уже формировалась проблема, которая впоследствии разрушит все, чего он добился. Первые нарушения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения, были зафиксированы еще в 2015 году. Причем за 1 год произошло сразу 2 инцидента. Тогда актер отделался штрафами и судебными приказами. Информация практически не получила огласки, а потому серьезного ущерба его репутации нанесено не было. В 2018 году ситуация стала значительно серьезнее. В сентябре его задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения в 3-й раз. Уровень алкоголя в крови оказался настолько высоким, что власти аннулировали его водительские права. Формально он больше не имел права управлять автомобилем. Но уже спустя несколько месяцев произошло событие, которое потрясло страну. Ранним утром 26 декабря 2018 года автомобиль, которым управлял Сон Син Вон, столкнулся с такси в престижном районе Апкуджон в Канаме. В результате аварии пострадали водитель такси и пассажир. После столкновения актер не остался на месте происшествия, вместо этого он попытался скрыться. Очевидцы сообщали, что автомобиль двигался по встречной полосе и тротуару, пока его не остановили другие участники дорожного движения. Когда полиция провела проверку, уровень алкоголя в крови составил 0,206%. Это крайне высокий показатель, свидетельствующий о тяжелом алкогольном опьянении. Кроме того, на тот момент у него уже не было водительских прав. Скандал оказался огромным. Его исключили из театральных постановок, а агентство немедленно расторгло контракт. Но общественный резонанс был связан не только с поведением актера. Его дело совпало с введением одного из самых строгих законов в истории Южной Кореи, направленных против пьяного вождения. Этот закон получил название «Закон Юн Чан Хо». Он был принят после трагической гибели молодого солдата Юн Чан Хо, который погиб в результате наезда пьяного водителя. Смерть молодого человека вызвала массовое возмущение по всей стране. В результате парламент ужесточил наказание за подобные преступления. Согласно новому законодательству, водителям, которые в состоянии опьянения причиняют тяжелый вред здоровью или становятся причиной гибели людей, грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. Закон стал символом борьбы Южной Кореи против пьяного вождения. Сон Син Вон оказался одной из первых знаменитостей, чье дело рассматривалось уже в условиях новых правил. В 2019 году суд признал его виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения. Во время процесса защита просила о снисхождении, указывая на проблемы с психическим здоровьем и раскаяние актера. Однако суд посчитал, что серьезность нарушения требует реального наказания. Сон Син Вон полностью отбыл срок и вышел на свободу в июле 2020 года. После освобождения его карьера фактически прекратилась. Телевизионные каналы избегали сотрудничества с ним, а имя актера прочно ассоциировалось со скандалом.
Казалось, что этот опыт должен был стать серьезным уроком. Однако спустя несколько лет история повторилась. В ноябре 2025 года полиция получила сообщение о движении автомобиля по встречной полосе на скоростной автомагистрали Гангбyon-Букро в Сеуле. Свидетели рассказывали, что водитель создавал угрозу для десятков других участников движения. Когда полицейские остановили машину, за рулем вновь оказался Сон Сын Вон. Уровень алкоголя в крови составил 0,165%. Это более чем в 2 раза превышало установленный законом предел для аннулирования водительских прав. По данным следствия, после задержания актер попытался избежать ответственности. Он заявил, что автомобилем управлял другой человек, которого якобы вызвали в качестве трезвого водителя. Однако следователи быстро обнаружили несоответствие в его показаниях. Кроме того, прокуратура утверждала, что Сон Сын Вон пытался убедить свою спутницу удалить данные с видеорегистратора автомобиля. Следствие расценило это как попытку сокрытия доказательств. Однако камеры видеонаблюдения и другие материалы позволили установить реальные обстоятельства произошедшего. В результате обвинение получило достаточную доказательную базу для передачи дела в суд. В феврале 2026 года началось новое судебное разбирательство. Прокуратура подчеркнула, что речь идет не об единичном нарушении, а о систематическом игнорировании закона. Сторона обвинения запросила 4 года лишения свободы. 11 июня 2026 года суд Западного округа Сеула вынес окончательное решение. Суд признал Сон Сын Вона виновным в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и подстрекательстве к сокрытию доказательств. В своем решении суд отметил, что подсудимый не только создал серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих, но и после задержания пытался препятствовать расследованию. При этом были учтены и смягчающие обстоятельства. Суд принял во внимание признание вины, отсутствие пострадавших в последнем эпизоде и обращение родственников с просьбой о снисхождении. В итоге Сон Сын Вон был приговорен к 1 году лишения свободы. Его спутница получила более мягкое наказание в виде штрафа с отсрочкой исполнения. После оглашения приговора защита просила оставить актера на свободе до рассмотрения возможной апелляции. Однако суд отказал в этом ходатайстве. Судья указал на серьезность совершенных преступлений и постановил взять подсудимого под стражу немедленно. Так завершилась история одного из самых громких падений в корейском шоу-бизнесе последних лет. Многие жители Южной Кореи считают назначенное наказание слишком мягким, особенно учитывая, что речь идет о 5-м эпизоде пьяного вождения. Другие полагают, что сам факт повторного заключения уже является достаточным доказательством того, что закон действует независимо от известности человека. Но вне зависимости от оценки приговора, одно остается очевидным: Сон Сын Вон потерял гораздо больше, чем 1 год свободы. За годы скандалов он лишился доверия публики, поддержки индустрии и перспектив возвращения на прежний уровень популярности. Его история стала примером того, как серия неправильных решений способна уничтожить даже успешную карьеру. Деньги, известность и любовь поклонников не могут защитить человека от последствий собственных поступков. И именно этот урок многие в Южной Корее считают главным итогом дела Сон Сын Вона.